1950 год. Восточная Германия. Советские газеты выходят с фотографией. На снимке американский самолет над сельскохозяйственными полями. Под крылом раскрытый люк. Подпись: «Вот как янки уничтожают урожай народов». Жуки. Маленькие полосатые жуки. Советское радио объявило немедленно: биологическая атака. Американские империалисты сбрасывают на поля социалистических стран насекомых-диверсантов, специально выращенных, специально обученных. Листовки объясняли, как правильно собирать жука в стеклянные банки и сдавать в местные органы власти. Жук получил официальное советское прозвище – «американский диверсант». И произносилось это примерно с той же интонацией, с которой произносили «враг народа». А теперь остановитесь. Жук действительно пришел с Запада. Он действительно уничтожал урожай. Но американцы тут ни при чем. И Колорадо тоже почти ни при чем. И то, почему его нужно сжечь, а не давить, это отдельная история, которую большинство людей не знает до сих пор. Сегодня разбираем колорадского жука. Не того, которого вы привыкли снимать с картошки и бросать в банку с солью, а настоящего, с историей длиной в 200 лет. Советской пропагандой, генетической сверхспособностью и биохимией, которая делает его одним из самых живучих захватчиков в истории сельского хозяйства. Начнем с имени, потому что оно – первый обман. Колорадский жук называется колорадским не потому, что он родом из штата Колорадо. Его настоящая родина – горные районы на границе современных Мексики и США, плато Сьерра-Мадре. Там, в диких зарослях колючих посленовых, он жил тысячи лет. Тихо, незаметно. Питался дикими растениями, которых никто не выращивал, и был просто одним из тысяч насекомых этого региона. Проблема началась, когда люди двинулись на запад. 19 век. Великое переселение американских фермеров. Они несут с собой не только скот и инструменты, они несут картофель. И где-то в районе нынешней Небраски, в середине XIX века, картофельные поля впервые пересеклись с ареалом тихого горного жука. Жук попробовал, оценил и решил, что картофель – это значительно лучше диких посленовых. Дальше началось то, что в истории сельского хозяйства называют первым задокументированным нашествием вредителя на культурное растение в промышленных масштабах. Жук двинулся на восток. Скорость около 100 км в год. К 1874 году он добрался до Атлантического побережья. Именно там жук и получил свое имя, по одному из первых штатов, где его массово зафиксировали и описали энтомологи. Не потому, что он оттуда, просто потому, что там его впервые увидели в таком количестве, что пришлось дать название. Из Атлантики на корабли. Дальше Европа. И именно здесь история становится по-настоящему интересной. В Европу жук попал впервые в годы Первой мировой войны, через американские грузовые корабли, доставлявшие продовольствие во французские порты. Первую устойчивую вспышку зафиксировали в 1922 году близ Бордо. Французские фермеры не понимали, что происходит. Насекомое незнакомое, поведение агрессивное, урон катастрофический. Европейские правительства забили тревогу почти сразу. Германия в 1930-х годах ввела карантинные меры. Великобритания закрыла импорт картофеля из зараженных регионов. Но жука это не остановило. У него не было ни паспорта, ни визы, ни уважения к государственным границам. К началу Второй мировой войны жук был уже во всей Западной Европе. Война сделала свое дело. Карантинные службы рухнули. Передвижение войск и грузов было бесконтрольным. Сельское хозяйство лежало в руинах. Жук воспользовался хаосом с максимальной эффективностью. К 1945 году он стоял вплотную к границам советской зоны влияния. И вот тут начинается та история с листовками. Версия советской пропаганды была стройной и убедительной. Американцы специально разводят жука на фермах и сбрасывают его с самолетов на поля Восточной Германии, Польши, Чехословакии. Цель – подорвать продовольственную безопасность социалистического лагеря. Листовки выходили массовыми тиражами. В них схемы,
как правильно обнаружить жука, как собрать, куда сдать. Сдача жука в органы власти была буквально гражданским долгом. Меня, честно говоря, это поразило больше всего, когда я начал разбираться в теме. Не сам факт пропаганды. Пропаганда есть пропаганда. А то, насколько версия была правдоподобной. Жук действительно появился именно с Запада. Именно в те годы, когда обострилась холодная война. Именно там, где были американские военные базы. Если не знать историю распространения жука в Европе, легко поверить. Но энтомологи к тому моменту уже все задокументировали. Жук двигался с запада на восток естественным образом, по той же траектории, по которой шло его распространение последние 30 лет. Никаких самолетов не требовалось. Ему хватало ветра, случайных грузовых машин и железнодорожных вагонов с картофелем. Жук официально появился в 1949 году в Львовской области, потом в Калининградской, потом пошел дальше на восток. Советские колхозники встретили его так, как и было предписано – с банками, пинцетами и классовой ненавистью. Только вот банки и ненависть помогали не очень, потому что жук, как выяснилось, имел кое-что, о чем в листовках не было написано ни слова. Чтобы понять, почему с колорадским жуком так сложно бороться, нужно сначала понять, что он такое с биологической точки зрения. Потому что за полосатой внешностью скрывается существо, которое эволюция буквально заточила под выживание. Начнем с питания. Колорадский жук ест посленовые – картофель, томаты, баклажаны, перец. Это не случайный выбор. Это специализация, выработанная миллионами лет. Посленовые содержат солонин. Это токсичный алкалоид, который растения производят как раз для того, чтобы его не ели. Для большинства насекомых солонин – яд, для колорадского жука – часть обычного рациона. Он не просто терпит солонин, он его накапливает. Солонин из съеденных листьев переходит в ткань жука. Накапливается в теле взрослой особи, в яйцах, в личинках. Жук становится токсичным сам по себе. Именно поэтому большинство птиц его не едят. Горький, неприятный, вызывает расстройство пищеварения. Естественных врагов у него в Европе и России почти нет. В родной Мексике его сдерживали местные хищники, которые за тысячи лет выработали устойчивость к солонину. Здесь таких нет. И вот тут первый ответ на вопрос, почему давить нельзя. Когда вы давите жука ногой или пальцем, его содержимое, солонином и яйцами, остается на месте. Яйца колорадского жука очень устойчивые. Раздавленная кладка – это не уничтоженная кладка. Часть яиц выживает. Кроме того, останки жука привлекают других насекомых, и солонин постепенно уходит в почву. Не в катастрофических, но в ощутимых количествах при массовом раздавливании. Правильный способ – собрать в банку с соленой водой или керосином, или сжечь. Огонь уничтожает и яйца, и личинок, и самих жуков полностью, не оставляя ничего в почве. Но вернемся к биологии, потому что солонин – это только начало. Жизненный цикл колорадского жука устроен так, что уничтожить его в одной стадии почти невозможно, не зная остальных. Взрослый жук зимует в почве, уходит на глубину до полуметра, впадает в диапаузу, состояние замедленного метаболизма, и ждет. Причем ждать он может не 1 год. Зафиксированы случаи, когда жуки выходили из диапаузы через 2, а то и 3 года. Это не сбой, это стратегия. Если поле 1 лето оставили без картофеля, надеясь переморить жука голодом, он просто переждал и вышел на следующий год. Весной, когда температура почвы поднимается выше 10 градусов, жук поднимается на поверхность, ест, спаривается. Самка откладывает яйца на нижней стороне листа, кучками по 20-40 штук. За 1 сезон одна самка откладывает от 400 до 700 яиц. Это не ошибка. 400-700. Через 1-2 поколения с одной пары жуков вы получаете несколько тысяч особей на одном поле. За 1 лето. Но даже это не главная проблема. Главная проблема называется резистентность.
Когда в 1940-х годах появился ДДТ, первый массовый синтетический инсектицид, казалось, что с колорадским жуком покончено навсегда. Обрабатываешь поле, жуки гибнут. Просто, дешево, эффективно. Прошло меньше 10 лет, и жук выработал устойчивость к ДДТ. Создали новый препарат. Жук привык к нему примерно за столько же. Потом еще один и еще. На сегодняшний день колорадский жук выработал устойчивость более чем к 50 различным классам инсектицидов. 50. Это абсолютный рекорд среди сельскохозяйственных вредителей. Ни один другой вид не демонстрировал такой скорости адаптации к химической защите. Как это происходит? Механизм – классическая эволюция, только в ускоренном режиме. Вы обрабатываете поле инсектицидом. 98% жуков погибает. 2% – те, у кого случайно оказался нужный генетический вариант, позволяющий нейтрализовать яд, выживают. Они размножаются. Их потомки наследуют эту устойчивость. Через несколько поколений, а у жука за лето их 2-3, устойчивые особи составляют большинство популяции. Препарат перестает работать. Фермер видит, что старый препарат не берет, берет новый. Цикл повторяется. Я, честно говоря, когда читал об этом, не мог остановиться. Это же не вредитель в привычном смысле. Это живая лаборатория эволюции, которая работает прямо у вас на грядке в режиме реального времени. Жук буквально обучается у вас на глазах и передает этот опыт следующему поколению. Причин такой скорости адаптации несколько. Первое – короткий жизненный цикл. Чем быстрее сменяется поколение, тем быстрее естественный отбор отбирает нужные признаки. Вторая – огромное количество потомков. Из 700 яиц одной самки даже 1% устойчивых особей – это 7 жуков, каждый из которых снова отложит сотни яиц. Третье – генетическое разнообразие. В популяции всегда есть широкий спектр генетических вариантов. Когда приходит новый яд, среди тысяч жуков почти наверняка окажется тот, кому он не страшен. Это сочетание и делает колорадского жука практически неуязвимым для химии в долгосрочной перспективе. Аграрная наука отвечает на это ротацией препаратов. Меняет инсектициды каждые несколько лет, не давая популяции адаптироваться к одному. Но это гонка, и жук в ней, честно говоря, пока не проигрывает. Есть еще один факт, который окончательно переворачивает привычную картину. Колорадский жук умеет летать. Причем летать хорошо. На расстоянии до 8 километров за 1 трилет. Это значит, что даже если вы идеально обработали свое поле и уничтожили всех жуков до единого, через неделю прилетят соседские. Или из лесополосы. Или с заброшенного участка в 3 кварталах от вас. Это не паразит, которого можно выгнать из одного места и вздохнуть спокойно. Это вид, который занял территорию и не собирается с нее уходить. Теперь поговорим о том, что жук делает с растением. Потому что это отдельная история. О том, насколько точно и жестоко он работает. Взрослый жук и его личинки питаются листьями картофеля, но не хаотично. Они начинают с верхушки куста и методично движутся вниз. Сначала объедают молодые листья, самые питательные, с наибольшим содержанием воды и азота. Потом переходят к более старым. Куст при этом не просто теряет листья, он теряет способность к фотосинтезу. Без листьев нет фотосинтеза. Без фотосинтеза нет питания для клубней. Клубни перестают расти. При сильном заражении растение просто погибает, не успев сформировать урожай вообще. Один жук за свою жизнь съедает около 4 граммов растительной массы. Звучит немного, но личинка 4-го возраста, последней стадии перед окукливанием, ест в несколько раз интенсивнее взрослой особи. Именно личинки наносят основной ущерб, и именно их сложнее всего заметить вовремя. Они сидят снизу листа, невидимые с первого взгляда. Личинки колорадского жука проходят 4 стадии развития. Только что вылупившаяся личинка крохотная, темно-коричневая, почти незаметная. Через несколько дней она линяет и становится крупнее. Потом еще раз. В 4-й стадии
Это уже жирная оранжево-красная личинка длиной около сантиметра, которую сложно не заметить. Но к этому моменту большую часть урожая она уже испортила. Весь цикл от яйца до взрослого жука занимает при теплой погоде около 3 недель. 3 недели, и новое поколение готово снова откладывать яйца. За одно лето в средней полосе успевает смениться 2 полных поколения. На юге России, в Краснодарском крае или Ставрополье, иногда 3. Посчитайте сами. Одна перезимовавшая самка весной, 400 яиц, из них 200 самок следующего поколения. Каждая снова откладывает 400 яиц. К концу лета с одной зимовавшей особи теоретически может произойти несколько десятков тысяч жуков. Это в идеальных условиях, без смертности, без хищников, без химии. В реальности меньше. Но даже при 10-кратном снижении цифры остаются устрашающими. Именно поэтому промедление с обработкой поля так дорого обходится. Один пропущенный день при активном лете – это не один жук. Это потенциально сотни кладок. Есть кое-что, чего большинство дачников не знает про яйцекладки. Самка откладывает яйца исключительно на нижней стороне листа. Не на верхней, не на стебле, снизу. Это тоже стратегия. Снизу яйца защищены от прямого солнца, от дождя, от большинства контактных инсектицидов, которые оседают на верхней поверхности. Если вы обрабатываете куст сверху, яйца под листом остаются нетронутыми. Именно поэтому опытные огородники при ручном сборе переворачивают каждый лист. Не смотрят на куст снаружи, а проверяют снизу. Там оранжевые кучки по 30-40 яиц, плотно сложенных вертикально. Пропустишь одну кладку, через 3 недели снова начинай сначала. И вот тут возникает главный практический вопрос, который люди задают чаще всего. Почему именно сжигать? Ответ на этот вопрос – не народная мудрость и не суеверие. Это биология и химия одновременно. Начнем с яиц. Яйца колорадского жука покрыты плотной хитиновой оболочкой. Она защищает их от механического воздействия значительно лучше, чем кажется. Когда вы давите яйцекладку пальцем или ногой, часть яиц действительно уничтожается. Но часть, особенно те, что оказались по краям кладки или под другими яйцами, деформируется, но не погибает. Хитин пружинит. Зародыш внутри защищен. Раздавленная кладка на листе выглядит уничтоженной. Но это не всегда так. Теперь о личинках. Личинка колорадского жука при механическом раздавливании погибает. Это правда. Но ее содержимое, включая солонин, остается на земле. В небольших количествах это несущественно. Но если вы давите сотни личинок на одном участке изо дня в день, солонин накапливается в верхнем слое почвы. Это не смертельно для следующего урожая, но неприятно. Солонин токсичен для ряда почвенных микроорганизмов, участвующих в формировании плодородного слоя. Но главный аргумент в пользу огня – не яйца и не личинки. Главный аргумент – взрослый жук. Взрослый колорадский жук при раздавливании выпускает защитный секрет. Это резкая, неприятная жидкость, которую жук использует как последнюю линию обороны против мелких хищников. Сама по себе она для человека безвредна, разве что неприятна. Но она содержит химические маркеры, которые действуют на других жуков как сигнал тревоги. Точный механизм этого явления еще изучается, но полевые наблюдения фиксируют одну закономерность. Массовое раздавливание жуков на открытом грунте провоцирует более интенсивный лет соседних особей на этот участок в течение нескольких часов после. Это не точно установленный механизм привлечения, скорее побочный эффект химической сигнализации. Но огородники, которые давят жуков прямо на грядке, нередко замечают именно это. Давишь, а через час их снова много. Огонь решает все эти проблемы одновременно. Яйца, личинки, взрослые особи уничтожаются полностью. Никаких секретов, никаких остатков в почве, никаких выживших зародышей по краям кладки. Правильная техника такая.
Жуков, яйца и личинок собирают в емкость, жестяную банку, старое ведро. Туда же можно добросить пораженные листья складками. Все это сжигается. Либо, если огонь на участке невозможен, заливается крепким солевым раствором или керосином. Соль вытягивает воду из мягких тканей, личинки и яйца погибают надежно. Керосин уничтожает хитиновую оболочку. Выбрасывать жуков в компостную яму или просто за забор – ошибка. Жук живучий. При достаточной температуре и влажности взрослая особь способна прийти в себя даже после нескольких минут в стрессовых условиях. За забором очнется и вернется, в компосте выживет и перезимует. Казалось бы, все понятно. Собирай, сжигай, обрабатывай. Но вот в чем парадокс. Несмотря на десятилетия борьбы, химической, механической, биологической, колорадский жук не просто не сдает позиций. Он продолжает расширять ареал. И сейчас стоит у границ территорий, куда его еще не ждут. Карта распространения колорадского жука – это карта человеческой деятельности. Он не завоевывает территории сам по себе. Он следует за нами. 8 километров за один перелет – это его собственный ресурс. Все остальное – наш вклад. Машины, поезда, грузовики с картофелем, туристы с огородными саженцами. Жук путешествует зайцем. В земле на корнях, в ящиках с урожаем, в почве на колесах сельскохозяйственной техники. Именно так он преодолевает расстояние в сотни и тысячи километров, которые ему самому никогда не осилить на крыльях. В России жук сегодня освоил практически всю европейскую часть страны и продвигается дальше. За Урал он перешел относительно недавно. В Западную Сибирь он попал в 1990-х годах. Причина? Раньше движение грузов было централизованным и контролируемым. После стало хаотичным. Жук воспользовался. Сейчас его фиксируют в Новосибирской, Омской, Тюменской областях. В отдельные годы – восточнее. Климатологи предупреждают, по мере потепления климата северная и восточная границы ареала будут смещаться. Жуку нужна температура выше 10 градусов для выхода из диапаузы и выше 15 для нормального размножения. По мере того, как таких дней в Сибири становится больше, жук чувствует себя там все увереннее. Есть территории, куда он пока не добрался, и куда его очень не хотят пускать. Австралия, Япония, часть стран Юго-Восточной Азии. Там действуют жесткие карантинные меры на ввоз картофеля и посадочного материала. Австралия – отдельный случай. Страна с уникальной экосистемой, где появление любого нового вредителя такого класса было бы катастрофой. Там колорадского жука нет до сих пор, и это результат не удачи, а непрерывного ветеринарного и фитосанитарного контроля. Китай долго держал жука на западных границах. Там он появился еще в 1990-х, но долго оставался в Синьцзяне. В последние годы движется восточнее, и это головная боль для китайских аграрных служб, потому что масштаб картофелеводства в Китае колоссальный. А теперь кое-что, о чем почти не говорят в контексте колорадского жука. Биологические методы борьбы. Химия не справляется, это мы уже выяснили. Что тогда? Ученые ищут ответ в природе. В родной Мексике у жука есть враги. Некоторые виды клопов-щитников, паразитические мухи-тахины, нематоды, грибковые инфекции. Проблема в том, что перенести этих хищников в Европу и Россию непросто. Нет гарантии, что они не станут новой проблемой, уже без жука. Перспективным направлением оказались бактерии. Bacillus thuringiensis – почвенная бактерия, которая вырабатывает белок, токсичный именно для личинок жесткокрылых. Для человека, птиц и большинства других насекомых безвреден. Препараты на основе этой бактерии сегодня применяют как альтернативу химическим инсектицидам. Эффективность умеренная, но стабильная. И главное, к бактериальному белку жук пока не выработал устойчивости. Пока. Есть еще один метод, который кажется простым, но работает на удивление хорошо. Его знали еще советские агрономы, просто не всегда применяли системно. Севооборот.
Простая идея, которой несколько тысяч лет. Не сажай одну культуру на одном месте год за годом. Колорадский жук зимует именно там, где рос картофель. Он уходит в почву осенью и поднимается весной, в расчете на то, что еда окажется рядом. Если вы переносите картофель на другой участок, жук оказывается на пустом месте. Ему нужно искать. А это время и энергия. Часть популяции гибнет раньше, чем успевает найти пищу. Часть улетает и попадает к соседу. Но интенсивность заражения вашего участка при грамотном севообороте снижается в разы. Советские колхозы, когда работали по правилам, именно так и поступали. Картофель чередовали с зерновыми, бобовыми, кукурузой. Жук не ест пшеницу. Он не ест горох. Год без картофеля – это год, который часть популяции просто не переживает. На личном огороде это сложнее. Участок маленький, жук перелетает с соседних грядок. Но даже частичный сдвиг посадок снижает нагрузку. Есть и другие агрономические приемы. Ранние сорта картофеля успевают сформировать урожай до пика численности второго поколения жука. Глубокая осенняя перекопка поднимает зимующих жуков на поверхность. Там их добивает мороз. Мульчирование соломой создает среду для энтомофагов, хищных насекомых, которые охотятся на личинок. Посадка рядом с картофелем календулы, кориандра, базилика, растений с резким запахом, частично отпугивает жука при поиске пищи. Не панацея, но дополнительный барьер. Все это вместе – комплексная стратегия, которую агрономы называют интегрированной защитой растений. Не одно средство, а система. Севооборот плюс биопрепараты, плюс механический сбор, плюс правильные сроки посадки. Жук при этом никуда не исчезает, но его численность остается на управляемом уровне. И здесь я хочу сказать кое-что, что кажется мне важным. Часто разговор о колорадском жуке сводится к одному вопросу – как избавиться, как уничтожить, как победить. Но правильный вопрос другой – как держать под контролем. Потому что уничтожить его невозможно. Это нужно просто принять. Он уже здесь. Он вписан в агроэкосистему Евразии так же прочно, как крыса вписана в городскую среду. Попытки тотального уничтожения с ядохимикатами, с массовыми обработками уничтожают заодно опылителей, хищных насекомых, почвенную фауну. То есть именно тех, кто мог бы сдерживать жука естественным образом. Это та же ловушка, в которую попал Мао Цзэдун с воробьями. Убрали одно звено, рухнуло все остальное. С жуком риск меньше по масштабу, но логика та же. Разумный баланс – не война на уничтожение, а управление. Не дать жуку превысить пороговый уровень, при котором потери урожая становятся критическими. Удерживать его численность в рамках, при которых и картофель растет, и экосистема не рушится. Это требует знания, требует системы и требует отказа от идеи быстрой победы, потому что быстрой победы здесь не будет. Жук это, кажется, понял раньше нас. Вернемся в 1950-й, потому что история с советскими листовками имеет продолжение, о котором почти не говорят. Пропагандистская кампания «Жук-диверсант» шла в СССР и странах Восточного блока с конца 1940-х по середину 1950-х. Масштаб был серьезным. В школах проводили уроки, посвященные распознаванию жука. Радио регулярно напоминало о бдительности. Внимание! Передаем срочное сообщение. Зафиксировано распространение колорадского жука в южных районах. Примите меры предосторожности. В газетах выходили карикатуры. Толстый американский капиталист сбрасывает с самолета банки с жуками на советские поля. Плакаты с изображением колорадского жука висели в колхозных конторах рядом с портретами вождей. Сдача жука властям была не просто рекомендацией. В некоторых районах устанавливались нормы, сколько жуков обязан собрать и сдать колхозник за сезон. Невыполнение нормы могло обернуться неприятными разговорами с местным начальством. Это кажется абсурдом, но у этой истории есть обратная сторона, которую стоит признать. Кампания при всей своей пропагандистской природе работала как мобилизационный инструмент.
Миллионы людей, которые иначе не обратили бы внимания на жука, начали его замечать, собирать и уничтожать. Массовый ручной сбор – самый безопасный для экосистемы метод контроля из всех существующих. Никакой химии, никаких побочных эффектов для опылителей и почвы. Просто люди с банками на полях. Именно в эти годы Советская агрономическая школа разработала часть методов механического контроля, которые используются до сих пор. Не потому, что идеология была правильной, а потому что задача была реальной, и ее решали. К середине 1950-х, когда стало ясно, что жук пришел сам и никаких самолетов не существовало, тему тихо свернули. Жук из американского диверсанта превратился просто в вредителя. Листовки исчезли, радиопередачи прекратились. В учебниках осталась биология без политики. Но привычка собирать жука руками осталась, и она правильная. Это один из немногих случаев, когда пропаганда случайно привела к экологически грамотному поведению. Есть еще несколько фактов о колорадском жуке, которые большинство людей не знает, хотя знать стоит. Жук умеет притворяться мертвым. При резком прикосновении или опасности он поджимает лапки и падает, и лежит неподвижно. Это рефлекторная реакция – тенатоз. Птица, которая охотится на движущуюся добычу, теряет к нему интерес. Жук лежит, птица уходит, жук встает и продолжает есть. Именно поэтому, когда вы стряхиваете жука с куста на землю без банки под рукой, вы его не убиваете. Вы даете ему секунду, чтобы притвориться мертвым, а потом он уходит обратно. Жук чувствует запах картофельной ботвы на расстоянии нескольких десятков метров. Специальные рецепторы на антеннах улавливают летучие соединения, которые выделяет растение. Именно поэтому свежевскопанная грядка или поврежденный куст привлекает жуков быстрее, чем нетронутый. Поврежденное растение выделяет эти вещества интенсивнее. Стресс растения – сигнал для жука. И последнее, что важно понять перед финалом этой истории. Колорадский жук – инвазивный вид. Это значит, что он оказался там, где его не было, и изменил то, что было. Но он не первый и не последний. Вид попадает в новую среду, находит там незаполненную нишу, размножается без сдержек, которые были у него дома, и становится проблемой. Но вот что интересно в случае с колорадским жуком. Он не пришел сам. Его привезли мы. Картофель – американское растение, которое человек распространил по всему миру. Жук следовал за картофелем, так же, как следовал бы за любым другим посленовым, если бы мы его распространили. Он не выбирал Россию, он выбирал еду, а еду везли мы. Это неудобная мысль, но она точная. 75 лет советские, а потом российские огородники воевали с жуком. С банками, с химией, с листовками, с нормами сдачи. Война продолжается до сих пор, каждое лето. На каждом 6-м соточном участке от Бреста до Новосибирска. И жук каждое лето выходит из земли, ест, откладывает яйца, линяет, летит, зимует и снова выходит. Помните листовку 1950 года? Там было написано: «Уничтожим американского диверсанта». За прошедшие 75 лет его не уничтожили. Ни в России, ни в Европе, нигде. Более того, он расширил ареал, выработал устойчивость к 150 ядов и добрался до Западной Сибири. Напишите в комментариях, вы сталкивались с колорадским жуком на своем участке? Как боролись? Что помогало, а что нет? Это не риторический вопрос. В комментариях к таким видео всегда собирается живой опыт, который не найдешь ни в одном агрономическом справочнике. Существо весом меньше полуграмма, без когтей, без яда, без скорости. Оно не охотится, не нападает, не защищает территорию. Оно просто ест и размножается, и адаптируется, и ждет. В 1950 году его объявили шпионом и врагом государства. Плакаты, листовки, радио, школьные уроки
Вся мощь советской пропагандистской машины против полосатого жука длиной в сантиметр. Жук не читал листовок. Жук продолжал есть картошку. Он ест ее до сих пор на вашей даче.